Экстренная ситуация. Истребители США уничтожили самолет РФ и американские авиасудна. Что произошло? Серия терактов в Америке. Силовики открыли огонь. Власти объявили повышенную готовность. Жесткое обращение Ирана к Трампу. Заявление об открытии нового фронта. Не война, а интернет-мем. Белый дом превращает эпическую ярость и разрушение Ирана в шутку. Ответ возмездия. Прилеты гиперзвуковых ракет по военным объектам. Украинские депутаты устали от войны, но ЕС просит воевать еще пару лет. Резонансная статья о продолжении войны и кризисе в украинском парламенте. Панический страх. В Украину не ногой. Как венгерский делегат побоялся украинских представителей ТЦК и мобилизации. Путь домой. Вернутся ли украинские беженцы на родину? Каков процент? Крики Мадуро. Что происходит в камере президента Венесуэлы? Почему вспыхнул американский авианосец? И за что Международный уголовный суд решил бросить за решетку Лукашенко? Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Панический страх. В Украину не ногой. Один из участников венгерской делегации, которая должна была проверить состояние нефтепровода «Дружба», в последний момент отказался от поездки в Украину. По данным СМИ, мужчина родился на Закарпатье, до сих пор имеет паспорт Украины и побоялся, что украинские власти могут напомнить ему о гражданском долге – защите страны. Именно страх быть мобилизованным и остановил делегата от поездки. В итоге на границу отправились только 4 представителей Венгрии. Орбан накануне звонил своей делегации в Украину, требовал подбирать слова и поручил замминистру энергетики Габору Цепику добиться встречи с украинскими чиновниками или осмотреть место повреждения нефтепровода «Дружба». В видеозвонке Орбан призвал делегации постоянно напоминать о себе, быть вежливым и зафиксировать, что Венгрия пыталась договориться и помочь решить ситуацию. Цепик ответил, что рассчитывает продвинуться в вопросе благодаря переговорам с представителями США и дипломатами ЕС. Напомню, украинская сторона рассматривает венгерскую делегацию как туристическую группу. И вот почему. Цитирую венгерскую прессу. По словам украинской стороны, венгерская делегация пропустила все обычные дипломатические процедуры. Они сообщили о поездке только тогда, когда уже находились в пути и хотели вести переговоры с министром, который в это время находился в Париже вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, в своем письме они указали только Киев как пункт назначения, а сам нефтепровод «Дружба» и станцию Броды, поврежденную российской бомбардировкой, вообще не упомянули. В Украине в ближайшее время, вероятно, не будет выборов, а война может продолжаться еще несколько лет. Такой сценарий обсуждается во власти. Об этом говорится в резонансном материале «Украинской правды», посвященном кризису в Верховной Раде. По данным источников этого издания, западные партнеры, в частности европейские страны, исходят из того, что война может продлиться еще примерно 1,5-2 года. И они готовы продолжать финансовую поддержку Украины. На этом фоне Зеленский даже поручил продумать модели работы власти в условиях, когда выборы могут не проводиться несколько лет. Источники отмечают, что в условиях военного положения проведение выборов в стране невозможно. При этом парламент должен продолжать работу, поскольку других легитимных институтов власти для принятия решений нет. Одновременно Верховная Рада переживает серьезный политический кризис и теряет способность стабильно принимать законы. Это ставит под угрозу выполнение условий для получения финансовой помощи от ЕС и МВФ. В материале отмечается, что от принятия таких законов напрямую зависит финансовая стабильность страны и ее способность продолжать войну. Кроме того, «Украинская правда» пишет об усталости среди депутатов, которые надеялись на лишение мандатов в результате успешных переговоров с Россией как результат выборов. Но планы нарушила война в Иране. И не только. Цитирую. Европейцы сказали: «Повоюйте еще 1,5-2 года, мы дадим вам деньги». Под их влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому в Украине еще несколько лет не будет выборов, и как в такой ситуации будет работать Рада, добавляет другой собеседник среди влиятельных представителей «Зе-команды». Меньше половины украинских беженцев хотят вернуться домой. Еще 36% заявляют, что скорее не планируют возвращение в Украину. Об этом свидетельствуют данные свежего соцопроса Центра экономической стратегии. Среди желающих вернуться, отмечают исследователи, почти 80% готовы возвращаться только после окончательного завершения войны с подписанием документа, позволяющего возобновить авиасообщение в Украине. На вопрос, что вы будете делать, если за границей отменят защиту для украинцев,
Треть беженцев, около 1,2 миллионов человек, сказали, что подумают о возвращении в Украину либо навсегда, либо временно, с возможностью повторной миграции. Еще около 20% респондентов не знают, что делать в такой ситуации. Сейчас за границей более 5,5 миллионов граждан Украины, которые покинули родину из-за войны. Большинство из них – женщины и дети. По словам самих беженцев, главным препятствием для возвращения является вопрос безопасности. В то же время среди факторов, которые могли бы побуждать их вернуться, они называют не только завершение войны, но и политические и экономические изменения, более высокий уровень жизни, восстановление инфраструктуры, укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией, а также вступление Украины в ЕС или НАТО. Американский авианосец в огне. На одном из самых мощных и дорогих военных кораблей США «Джеральд Форд» вспыхнул пожар. Инцидент произошел 12 марта, прямо во время его службы в Красном море, где авианосная ударная группа выполняет боевую миссию и оказывает поддержку операции «Эпическая ярость». На борту началась тревога, а огонь распространился внутри корабля, из-за чего пострадали 2 моряков. Их госпитализировали с травмами, однако их состояние, по официальным данным, стабильное. Несмотря на инцидент, американские военные заявляют, что силовая установка не повреждена, и один из ключевых авианосцев ВМС США остается полностью боеспособным. Позже выяснилось, что пожар произошел не из-за атаки противника, возгорание началось в одном из прачечных помещений корабля. Непобедимые, так называют свои силы Белый дом, и именно так подписывает на официальных страницах ролики разных видеоигр, которые смонтированы вместе с американскими ударами по Ирану. Разрушительные атаки показываются под веселую музыку. Очередное видео появилось на страницах 12 марта. Вашингтон-Пост пишет: «Белый дом превратил войну с Ираном в мем-шоу. В официальных роликах появляются шутки и отсылки к известным играм, а поверх ударов по целям всплывают игровые надписи вроде «Поражено». Критики возмущены. Первые подобные видео вышли всего через несколько дней после удара по школе для девочек в Иране и американских солдат на Ближнем Востоке. А в Белом доме отвечают, что таким образом просто показывают успехи американской армии и не собираются извиняться. Но эксперты предупреждают, превращая войну в интернет-контент, администрация рискует превратить реальный конфликт с тысячами жертв в цифровое развлечение. Вот что говорит о публикациях заместитель директора по коммуникациям Белого дома Кейлан Дор. По словам Дора, вирусное распространение таких видео помогает отвлекать внимание от критических публикаций СМИ, ослаблять послания политических оппонентов и усиливать политические цели администрации. Своего рода цифровая машина, повторяющая то, что Трамп часто делает в реальной жизни. Иран обещает удары возмездия, готов перекрыть Ормузский пролив, кроме того, открыть новый фронт. Это уникальное новое обращение к США, обращение нового лидера Ирана Хаменеи. Его сейчас активно обсуждают и цитируют. Сам Хаменеи не появился в кадре на иранском телевидении, его первое послание прочитала ведущая. Масштаба обещает, что Иран продолжит удары, заставляющие врага пожалеть. Тегеран может использовать перекрытие Ормузского пролива как один из инструментов давления. Хаменеи также предупредил, что при продолжении войны Тегеран может открыть новый уязвимый фронт против противников. Кроме того, обратился к военным Ирана, поблагодарив за фронт сопротивления. Это была цитата. Далее также процитирую. «Мы не откажемся от мести за кровь ваших погибших, особенно за преступления против детей, включая преднамеренное преступление, совершенное в школе Минаба». В другой части своего обращения аятолла Хаменеи обратился к руководителям и влиятельным кругам некоторых стран региона. Он напомнил, что политикой Исламской Республики всегда были теплые и конструктивные отношения с 15 соседними странами. Британская пресса при этом пишет, что Ираном может управлять призрачный лидер. Речь о том, что Хаменеи якобы находится в коме после удара США и Израиля. По данным источников, он потерял как минимум одну ногу. На фоне этого, как утверждается, иранская военная машина продолжает действовать почти на автопилоте, поскольку командование было заранее распределено между десятками региональных штабов. Так, Иран может вести войну фактически без публичного лидера, что усиливает напряжение на Ближнем Востоке. В то же время
время Лондон уверяет, рука Кремля стоит за новой тактикой иранских ударов беспилотниками. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Джон Хилли. По его словам, иранские операторы дронов все чаще используют российские методы. Тегеран запускает дроны на более низкой высоте, из-за чего шахеды становятся сложнее для перехвата и точнее поражают цели. Кроме того, Великобритания готова направить дополнительные ударные силы в район Ормузского пролива на фоне сообщения о том, что Иран начал минировать воды. Хилли уверяет, что Лондон уже имеет в регионе автономные системы поиска морских мин и обсуждает с союзниками возможность их усиления. Есть дополнительные варианты, которые мы начинаем рассматривать и которые могли бы развернуть вместе с союзниками. Но, знаете, в условиях конфликта очень трудно разминировать любые воды. Лучший способ открыть проливы и возобновить судоходство – это деэскалация конфликта, восстановление стабильности и доверия в регионе. И союзникам, которые хотят снова видеть западные суда, проходящие через Ормузский пролив, нужно работать вместе ради этой цели. О целях, которые были ракетами поражены, вновь заявляет США. Американские военные нанесли удары по американским самолетам Ирана и уничтожили даже советский и российский самолет. Он стал целью на одном из аэродромов Ирана. Речь об Ил-76 под иранским флагом. Центральное командование США опубликовало кадры уничтожения, подписав их так: «Иранский режим теряет свои авиационные возможности день за днем. Вооруженные силы США не просто защищаются от иранских угроз, мы методично их уничтожаем». Издание Business Insider пишет о том, какие именно американские самолеты были поражены Штатами и сколько самолетов Ил-76 может быть у Тегерана. Иран также купил 6 самолетов морского наблюдения P-3F «Орион» до революции и до недавнего времени считалось, что он все еще эксплуатирует 5 из них. ВВС Ирана также, по сообщениям, имеют примерно 5 Ил-76. Отдельные спутниковые снимки, сделанные в понедельник, полученные Business Insider, также показывают, что несколько американских истребителей F-14 Tomcat Ирана, прославившихся благодаря фильму «Топ Ган», были уничтожены на авиабазе в Исфахане. В то же время американцы потеряли свой самолет. Авиакатастрофа в небе над Ираком. На землю рухнул известнейший самолет-заправщик КС-135 со всем экипажем. В первых сообщениях СМИ говорится о гибели 6 военных. По данным Центрального командования США, инцидент произошел во время операции «Эпическая ярость» в дружественном воздушном пространстве. В происшествии участвовали 2 самолета. Один потерпел крушение, второй смог безопасно приземлиться. В Пентагоне подчеркивают, что это не результат атаки противника и не дружественный огонь. Однако на месте продолжаются поисково-спасательные операции. КС-135 – это основной танкер ВВС США. Стоимость одного около $25 миллионов. Израиль и США продолжают удары, новые атаки пришлись по столице Ирана, а Иран заявляет, свою операцию также не сворачивает. Корпус стражей Исламской революции запустили по инфраструктуре США и Израиля за последние сутки гиперзвуковые тяжелые баллистические ракеты. Среди заявленных целей – объекты американских войск на авиабазах в странах Персидского залива, мобильные военные позиции США в Ираке, а также позиции израильских сил в Тель-Авиве и Иерусалиме. Израиль и США сообщили о работе систем ПВО и перехватов, заявив, что масштаб разрушений ограничен, однако сама атака стала одной из самых мощных ракетных волн Ирана. Серия терактов, экстренная эвакуация и стрельба. США заявляют об атаках в пригороде Детройта, Уэст-Блумфилде, штат Мичиган. Произошла атака на синагогу Темпл Исраэль. Это еврейский религиозный центр и молитвенный дом. Мужчина протаранил здание автомобилем, вышел с винтовкой и открыл стрельбу. Вооруженная охрана синагоги вступила в перестрелку и ликвидировала нападавшего на месте. Была объявлена экстренная эвакуация, так как в здании синагоги действует еще и детский центр. Над зданием поднимались столбы дыма, загорелся автомобиль нападавшего, а к месту происшествия стянули десятки полицейских машин и подразделения ФБР. Власти объявили повышенную готовность. Директор ФБР Кэш Паттл подтвердил, что федеральные агенты подключились к расследованию вместе с местной полицией. Эта атака произошла на фоне резкого усиления охраны еврейских учреждений по всей территории США и связана с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, 12 марта в университете уже в Вирджинии также произошла стрельба. Вооруженный мужчина вошел в аудиторию здания и открыл огонь. 1 человек погиб, 2 ранены, а стрелок был застрелен на месте. По данным СМИ, нападавшим оказался 36-летний Мохаммед Бейлор Джалох, ранее осужденный за попытку поддержки ИГИЛ, и ФБР рассматривает инцидент как возможный акт терроризма.
«Я президент Венесуэлы, меня похитили». Такие крики по ночам доносятся из камеры бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в федеральной тюрьме Metropolitan Detention Center в Бруклине. Об этом пишет испанская пресса. Мадуро содержится в одиночном блоке в камере примерно 3 на 2 метра, где заключенные находятся почти в полной изоляции. Выходить ему разрешают только 3 раза в неделю на 1 час. Каждый раз в наручниках и под конвоем охраны. По словам людей, знакомых с ситуацией в тюрьме, Мадуро повторяет, что его похитили Соединенные Штаты и просит передать сообщение народу. Просьб о помиловании Мадуро не подавал. Его защита пытается оспорить законность задержания, называя его военным похищением. Напомню, что прокуратура США обвиняет Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США и использовании тяжелого оружия, а сам он остается под стражей в ожидании суда. Далее цитата. По словам источников, Мадуро проводит ночи, крича по-испански из своей камеры. Он повторяет, что его похитили, и просит передать сообщение его семье и другим венесуэльским заключенным. В этой сцене происходит радикальный переворот его публичного образа. Человек телевизионных обязательных трансляций, балконов дворца Мирафлорес и массовых митингов теперь сводится к голосу, который бьет в металлическую дверь камеры в Бруклине. Тот же человек, который еще недавно танцевал на телевидении и демонстрировал вызов Вашингтону. За решетку хотят отправить и Лукашенко. Международный уголовный суд начал расследование против действий властей Беларуси, говорится на официальном сайте МУС. Речь о возможных преступлениях против человечности. В суде заявили, что есть разумные основания считать, что действия против оппонентов носили системный характер и могли происходить по государственной политике. Речь идет прежде всего о депортациях и преследовании политических противников, часть которых происходила на территории Литвы, что и позволило МУС начать дело, несмотря на то, что Беларусь не является участником Римского статута. По версии прокуроров, эти действия могли быть одобрены или поощрены на самых высоких уровнях власти. В МУС считают, что речь может идти о широкомасштабной и систематической атаке против гражданского населения, учитывая масштаб действий, число пострадавших и их организованный характер. Расследование охватывает события с мая 2020 года и касается преступлений, где хотя бы один элемент произошел на территории Литвы. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Мне будет очень приятно, если вы оставите лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. Хорошего дня и новостей, и до встречи уже завтра.